Человек, который не ест мясо, жарит шашлыки. Ладно. Для человека, который не ест мясо, на самом деле тоже есть продукты подготовленные. Ой, не это. Вот это. Сегодня впервые пробуем вот такие белые шпараги. Обычно только зеленые покупали. Ну и вот замариновала чуть-чуть овощей. Камера, переворачивайся. Ох, межбровные морщины. То не думайте, голова не грязная, наоборот, очень чистая, свежая. Еще пока не пахнет костром. И еще, кроме того, есть молодая картошечка варится. Первая в этом сезоне. Вот. Приносим свои извинения, что так давно не были на просторах Ютуба аж с прошлого года. Уже полгода прошло практически с прошлого года, а с прошлого видео вообще очень много времени. Вы не думаете, это не от того, что жизнь тяжелая с ипотекой. Наоборот, жизнь прекрасна, и хочется ее жить прямо сейчас. Вот. Дома ничего нового, кроме дивана и, наверное, сушильной машины, о которой мы думали. Никаких ремонтов еще не делали. Нам просто обуючиваемся. И если верить людям, которые к нам приходят в гости, говорят, что у нас очень уютно. Может, они так везде говорят, но об этом мы никогда не узнаем. Так вот, дома пока никаких новинок, зато новинки есть на внешней стороне, на прилегающей территории. Я тут выращиваю свой сад-огород. Вот это у меня магнолия. У нее немного, она цвела, красиво цвела, но у нее немного подмерзли листочки, потому что были заморозки недавно. Тут немного бардак. Здесь вот такие у нас цветочки. Камера, работаем. Вот такие цветочки. Я вообще снимаю там. Да, что-то снимаю. Вот здесь цветочки, которые ждут пересадки. Здесь моя рассада зелени. Камера. Стоп, мотор. Рассада зелени. Вот сюда я посадила васильки и ромашки. Вот здесь у меня растет редиска, руккола и шпинат. Впервые в жизни пробую это вырастить. Не знаю, получится ли, но поэкспериментируем хотя бы. Вот здесь одинокая клубника. Не знаю, вырастет ли что-то здесь. Ну вот в таком виде купили. Пока растет. Вот здесь у меня роза раз. Я их сажала с голым корнем. И вот они уже пускают. Ну, в начале, может, месяц назад сажала. Или когда. И вот уже пускают листочки. Вот это медленнее, но вроде бы тоже прижилась. Вот там у меня еще есть еще одна розочка. Ее не видно за сиренью, но это ползучая такая будет. Может быть, по забору ее пущу. Но она тоже уже подает признаки жизни. Вот здесь у нас здесь вот засохшая магнолия. Думаю, что я ее скоро выброшу. Потому что она никаких признаков жизни замерзшая, то есть никаких признаков жизни уже не подает. Это мы осенью покупали, и всю зиму было хорошо, но в феврале пришли сильные заморозки, и хоть я ее и укрывала, она все равно обморозилась. Вот здесь подаренная мне нашими знакомыми соседями, забыла, как же это называется, это растение. Вот, везде надо подписывать. Ой, помню все названия, кроме русского. Ладно, может, никому и не интересно это. Вот здесь у меня рассада помидоров острых и острых перцев загорает. Острые перцы выращиваю для того, чтобы положить в хлеб. Хочу со свежим
халапеньо и чеддером пеку хлеб. Вот здесь у меня растут тюльпаны, которые вылезли сами по себе, потому что их оставила предыдущая владелица здесь в земле. Вот здесь у меня посажен пиончик. Вот здесь, смотрите. Я его посадила, вообще там сухой был, и вот он признаки жизни подает, может быть, вылезет. Вот это я на ярмарке купила 2 анимончика, вот здесь посадила. Вот здесь у меня сортовые какие-то очень красивые растут тюльпаны. Впервые в жизни покупала луковицы. Ну, не где-то там, но, короче, в проверенном другими людьми магазине интернет. И вот такие красивезные у меня получились тюльпаны. Я просто... Это то ли это пионы или розы. Стойте, камера. Работаем. Отвыкла уже снимать. Хочешь шашлык украсть? Понятно, собачка, это мне. Вот такие огромные тюльпаны выросли, просто невероятной красоты. Вот это розовенький. Это, наверное, один из 4 сортов, которые я сама садила. Один уже отцвел, и только вот этот я еще жду, каким он будет. Еще ни разу не видела ни одного цветочка. Вот здесь у меня тюльпаны еще оставленные, тоже предыдущей хозяйкой отцветают. Вот это тоже тюльпаны, не розы никакие, тоже она посадила. И вот такие тюльпаны попугаичные какие-то, тоже ее рук дело. Вот здесь у меня роза такая, Аугуста Луис ее зовут. Она должна быть оранжевая. Ее мы со свекровью посадили осенью. Вот здесь у меня люпин растет. Должен быть желтый, не знаю, какой получится. Вот здесь у меня лавандочка. Все это вот я весной сажала. И вот такой пион купила уже, он был вот с такими стеблями. Вы чё? Пепел на нем. С такими стеблями, и уже какие-то там завязи есть. Ну, не думаю, что я в этом году увижу цветы пионов. Вот. Отдыхаем, значит. И вот так вот обновила я домик. Ставим кадр, как я его красила. Я его еще не докрасила. У меня руки все никак не доходят уже целый месяц. Здесь у нас собачка загорает. Вот здесь у меня еще котья мятка. Простите, что я... Ой, плохо так снимает все, потому что я отвыкла от этой камеры. И от любой вообще другой. Зацветает уже. Будет красиво наверняка. Посмотрим, будет ли тереться об нее котик. Вот эти тюльпаны с другой стороны. Вот вам, пожалуйста. Здесь немного обрезала нам свекровь по нашей просьбе виноград дикий. Наверняка помните, когда мы показывали с покупки квартиры кадры, как у нас тут все по-заросшему было. И на домике залазила. С одной стороны было очень прикольно, с другой стороны выглядело как немного запущено. И вот здесь у меня еще растет рододендрон. Рододендрон растет у меня. У него уже такие... Я его покупала с пончиками такими. И они еще больше набухли. И я думаю, что они скоро будут цвести. Вот. Сирень я жестко порубала в начале весны. Да, это была ошибка. Но с другой стороны, может, на следующий год она нас порадует цветами. И, в принципе, стала просто чище смотреться. Тут было очень много веток каких-то ненужных. Собачка следит за процессом. За шашлыком. Или за сослыком. Котик непонятно где. Конец съемки. Я обошла рододендрон с другой стороны. И у него уже здесь вон цветочки лезут. Посмотрите. Да, Чарльз, ты что творишь, ЖКХ? Я вообще думала, что он персикового цвета, но здесь какие-то цветочки розовые лезут. Ладно, поживем, увидим. Кайфовать в этом доме разрешается. Обтряхиваемся.
Проверка шашлыка сейчас будет, смотри. Все видят, да? Какая досада. Только никому не рассказывайте, что мы так живем. Открыли сезон. Да, малосольные огурчики и молодая картошечка. И вот эти шпараги вчера куплены были в деревне около костела наш. Думаю, поэтому все такое вкусное. Это витаминные напитки, вы не думайте. Польские безалкогольные пиво для меня вкуснее любых алкогольных напитков. Пиво безалкогольное. Сама мариновала. Сегодня идем туда, куда Чарли покажет. Чарли, выбирай. Куда идем? Показывай. Или туда, или туда. Чарли, куда? Ну, давай, стартуй. Куда идем? Куда? Мы живем возле леса и сейчас покажем нашу прогулку. Стандартно с Чарликом. Час ходим по лесу. Час утром и час вечером. Короче, мы сегодня мангал достали, его пришлось собрать вообще. Он был разобранный с переезда, лежал в коробке. Какие-то картонки, короче, взял. Бумажки, старые угли, которые лежали в сарае. Вот, и в итоге разожгли, дым был на всю улицу. Задымили, что-то стало даже неудобно, неуютно. Сейчас еще нас депортируют за это дело. Вот, а сейчас вышли на улицу. И, чтобы вы понимали, все улицы вообще, все в дыму, все смолят, жарят. И все в лесу сейчас, судя по всему, гулять пришли. Спросите нас или не спросите, легально ли разводить гриль на нашем участке. Мы не знаем до конца. Ну, соседи так делают. Мы тоже так сделали. Все по итогу получилось хорошо. Мы вкусно поели и насладились этим днем. Что мне нравится, что все занимаются одним и тем же, как будто. Ну, знаете, как будто все ждут какого-то праздника, и потом все одинаково его празднуют. Здесь как-то по-другому. 1 мая встречаются. В этом году маевка маленькая получилась. Выходной был всего лишь только в пятницу, на 1 мая. Все остальное так выходные. До этого нам больше везло. Но это наша 4-я весна. И приближается наше 5-е лето. И это будет 2-е лето в нашем домике. Вот так. Мы сказали, что будем показывать, как собака гуляет, и все время разговариваем сами. Hanging on, walking tall. Some days I got no use for it all. Working hard, making less. Some days are bad, bad at best. Как обычно проходят... Обычно они вообще по утрам ходят без меня, но по вечерам я стараюсь выходить с ними. И как обычно выглядят наши прогулки по вечерам. Эти 2 сапога-скорохода идут далеко впереди. Я иду сзади, плетусь. Это что еще такое? А поглубже, Чарли, нельзя было в лес зайти? Надо обязательно на дороге это сделать было. Там еще, походу,
Ура. О-оу. Нам надо сворачивать, иначе Чарли порвется на части от своей пассивной агрессии. Ну, прям налево. Ну и пока я плетусь сзади, в этот солнечный день, может быть, расскажу что-то про то, как нам живется в пригороде. Мы, честно сказать, живем в таком пригороде, в котором даже и не почувствуешь себя обделенным какими-то там благами городскими. Но разница точно есть. Мы теперь, когда приезжаем в город, сразу заметно, что в городе как-то больше всякого криминогенного, как это сказать, забываю слова, больше криминогенного, ну, короче, всяких людей странных. В нашей деревне такого нет. Тут редко встретишь каких-то алкашей, каких-то странных личностей. Вот, в целом все спокойно. И поэтому мы от этого вообще отвыкли. И в городе теперь это очень бросается в глаза, если что. Здесь еще в пригороде очень... что в больших городах заметно стало. Вот на фоне с жизнью в деревне, что очень много иностранцев. Не только русско-украиноговорящих и белорусско-говорящих, но иностранцев, которые еще более иностранные, чем мы, я это имею в виду, из дальнего зарубежья, так сказать. Вот, это тоже заметно в деревне, как будто такая выровненная масса. Что еще теперь заметно? Ну, у нас деревню назвать сложно, да. В принципе, тут можно жить вообще и не тужить, не выезжая в город. Но мы все равно раз в неделю ездим на какие-нибудь закупы, чтобы совсем уже не одичать. Потому что близки иногда к тому, чтобы одичать. Потому что нам реально классно живется здесь. Вот. Что-то сказала, ничего не сказала, как в муку пернула что-то. Не знаю. Так ходишь, вроде в голове мысли какие-то крутятся на этот счет. Я боялась, что мне там жизнь в пригороде будет скучно, мне не понравится, но по итогу я нашла себе таких занятий по типу садоводства или хлебопечения. Ну и что, как бы мне-то и не скучно. Смотрите, стоит говно на пальце вертит. Уже не вертит. Сзади велосипеда. Где-то можно без этих велосипедов уже походить. Hanging on, walking tall. Someday. Захотелось похрустеть шишками. Все, похрустело. Вот так вот и носим какашку уже 1,5 часа по лесу. Сколько? Не знаю, я сказала, что 1,5. Ваши ставки. Час 10. Ну, до дома еще сколько? До дома? Да. 15 минут. Ну вот, и как раз 1,5 часа наносишь. Шли, и была обычная трава, а потом вот такие целые полянки из таких листиков. Похоже на какие-то луковичные какие-то растения, как будто. Или это ландыши. Не знаю, но выглядит красиво, мне нравится. Ему сказали меня искать. Послушайте, как птицы сходят с ума.
Вечер разгрузочный. Вот. Маскубли, манго и чаек. Я из пакетика, Максим Китайщину. И вот так вот отдыхаем. Целый день отдыхали. Отдыхали. И еще поотдыхаем. Ну, подсними, какие у меня вот здесь нарциссы растут. Посмотри, 5 штук из одного стебля. Это такое видно, девочки. Сорт Bridal Crown называется. А что записывали вообще видео? Да просто хотели поздороваться, сказать, мы еще живы. Пол манго на пол упало. Радуемся жизни, наслаждаемся ей. Вот. И может будем снимать. Не хочу ничего загадывать, а то мы, как всегда, скажем, что мы будем что-то там выкладывать видео часто и пропадаем на 9 месяцев из эфира. Но что поделаешь, я вам тоже советую в реальную жизнь часто выходить. Спроси, про что снимать. Максим сказал спросить у вас, про что снимать. Ну скажите, про что вам снимать. Пишите в комментариях. Да. Жизнь удалась. Я вам эту сторону еще сегодня не показала. Извините. Вот здесь у меня рассада георгинов. Георгин, не знаю, как правильно. Они у меня уже высокие подросли, но я их уже почикала. Говорят, так по пушистее будут. Вот здесь у меня орегано, этот чабрец, он же тимьян, и розмаринчик растут, шикарно вообще. Вот здесь в отдельном тазике растет мята, чтобы она никого не завоевала. Вот здесь такая примула красивая. У меня их 2, но одну я уже в землю высадила, это еще пока радует глаз. А вот это у меня космос шоколадный. Увидим, когда зацветет, еще раз покажу. У него уже бутоны какие-то лезут. Ладно, я свой садик готова показывать вообще. Каждому встречному и поперечному. Вкусно тебе? Да. Что-нибудь скажешь зрителям? Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите комментарии. Молодец. Всем пока. Пока.